Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков. В этом обзоре мы с вами изучим преамп AD-Box от фирмы Joyo, модель AD2. Это довольно простой, но полезный прибор, который объединяет в себе несколько функций. Во-первых, это преамп, то есть он усиливает и формирует звук вашей акустической гитары. Во-вторых, здесь есть эквалайзер, он двухполосный, низкие частоты и верхние частоты. Также здесь есть D-Box, балансный выход, который позволит усилить ваш сигнал и довести его до пульта без потерь. И еще одна функция, которая, на мой взгляд, очень хороша, это антифидбэк. Я часто сталкивался на концертах с обратной связью, то есть когда гитара достаточно громко в мониторах, если вы играете с группой, то звукорежиссер вынужден сделать гитару погромче, чтобы вы слышали ее на фоне остальных инструментов. И иногда возникает обратная связь, когда гитара начинает заводиться от громкости. И вот здесь как раз антифидбэк — это то, что нужно. Теперь давайте сравним, как звучит гитара без этого преампа напрямую. Если светодиоды не горят, то звук идет напрямую. Вот если я нажимаю Treble Boost, то активизируется секция преампа. Давайте сначала послушаем без преампа. И с преампом. Вот так это работает. В этом приборе достаточно простое управление и достаточно простая коммутация. Давайте пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Вход для гитары, вход для блока питания, балансный выход и обычный выход на джеке. И здесь у нас есть входная громкость, нижние частоты, верхние частоты, антифидбэк. Я так понимаю, что с помощью этой ручки вы находите ту частоту, на которой заводится гитара, и она начинает подавляться, когда вы включаете левую кнопку. И последняя ручка — это громкость выхода, выходная громкость общая. Собственно, все очень просто и понятно. Давайте теперь посмотрим, послушаем, как работает эквалайзер. Побольше низов попробуем. Вот. Ну, на максимальном пределе это будет так. Попробуем верха. Если их прибрать немножко, будет так. И обратно. И можно добавлять. Вот. Таким образом вы можете настроить тот звук, который вам нравится. Давайте попробуем теперь испытать антифидбэк. Ну, к сожалению, здесь в студии я просил звукорежиссера, но он сказал, что не может сделать так громко гитару. Вот. Это только на концерте будет совсем понятно. И то не во всех ситуациях. Не всегда есть фидбэк. Это как бы не совсем благоприятных ситуациях фидбэк появляется. Вот. Поэтому сейчас сложновато его вызвать, но мы попробуем, насколько меняется звук тембрально, потому что здесь какая-то частота вырезается, и неспроста, я думаю, они сделали эту функцию на отдельной кнопке, потому что частота вырезается, и звук становится несколько беднее, и если у вас нет
этого фидбэка, то можно и не включать эту функцию. Ладно, давайте посмотрим, насколько звук изменится. Сейчас без антифидбэка. И теперь с фидбэком. Вот, и дальше я покручу ручку, которая как раз находит нужную частоту. На мой взгляд, это достаточно полезный прибор. В нем нет ничего лишнего. Можно было бы сказать, ну почему они не добавили реверб или дилей, или какие-то еще функции, почему здесь нет USB. На мой взгляд, это как раз говорит о профессионализме тех людей, которые это делали, и тех людей, которые это будут использовать. Вот. Это для концерта, для сцены. Когда вам нужно обеспечить стабильный, простой сигнал, доходящий в пульт и который слышат слушатели. С точки зрения эффектов достаточно сложно угодить музыкантам, потому что у всех разные предпочтения. Одним нужен реверб, другим нужен дилей. И часто, когда делается маленькая там ручечка с ревербом, этот реверб недостаточно хороший, и музыканты предпочитают отдельную педаль реверба, либо вообще доверяют это звукорежиссерам. Это более профессиональный подход, когда отдельные функции находятся в отдельных приборах. Поэтому, на мой взгляд, эта простота и минималистичность, она здесь очень кстати и очень хороша. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Если вы уже пробовали такой прибор, то напишите о своих впечатлениях, как он показал себя на сцене, как там работает фидбэк. Расскажите, это достаточно интересно. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!